Ну вот очень коротко то, что я здесь уже написал. Это пример ситуации, когда у нас имеется бесконечное множество окрестностей, в данном случае окрестности точки 0, но пересечение этого бесконечного множества не является окрестностью. Мы рассматриваем интервалы вида минус единичка на n и единичка на n. Вот они стягиваются как бы к нулю. Так? И нетрудно доказать, что если мы выберем какую-нибудь точку, отличную от нуля, то обязательно найдется такой интервал из нашего набора, который не будет содержать данную точку. Ну, если мы возьмем, скажем, 1/100, то достаточно взять n равное 101, как этот интервал уже эту точку содержать не будет. Таким образом, единственная точка, которая принадлежит всем этим интервалам, это 0. Значит, пересечение всех этих интервалов это 0, а одна точка не может считаться окрестностью, потому что окрестность это интервал. Открытая 0. Так, ну хорошо. Сегодня мы будем рассматривать различные свойства предела последовательности, ну и, конечно, активно использовать определения. Давайте я здесь вот напишу оба определения, которые мы обсуждали, и будем постоянно вспоминать эти определения и использовать их при доказательствах. Итак, значит, что означает, что предел последовательности xn равняется a, когда n стремится в бесконечность. На языке окрестности это означает, что для любой окрестности точки А найдется такое натуральное n большое, что для любого n малого больше n большого x с этим индексом n будет принадлежать окрестности А. Иными словами, напоминаю, эта запись означает, что какую бы мы окрестность точки А, вот тут место есть еще, да? Какую бы мы окрестность точки А не выбрали, сколь угодно малую, в нее попадут все элементы последовательности, кроме, быть может, конечного числа. Вот эта запись означает, что в нашу окрестность попадают все элементы, кроме начальных n. Причем какие-то из этих начальных тоже могут попасть. Меня это не интересует. Главное, что все остальные точно попадут. Для всех n малых, которые больше n, xn обязательно принадлежит к A. Ну, а для меньших, мне, в общем-то, все равно, их конечное число на предел их поведения не влияет. И еще раз, самое главное, что это справедливо для любой окрестности, даже если я возьму очень маленький. Очень маленький. Так, второй вариант определения на языке эпсилон n. В нем не будет окрестностей, хотя на самом деле мы получили его тоже из рассмотрения окрестностей, только симметричных окрестностей. На языке эпсилон n. Для любого эпсилон большего нуля найдется такой n, большое такое, что для любого n малого большего n большого модуль xn минус a будет меньше эпсилон. Ну вот, пока мы еще к такому определению не очень привыкли, всегда переводите его на язык окрестностей, всегда вспоминайте, что это условие просто означает, что xn принадлежит симметричной окрестности точки А радиуса эпсилон. И вот это для любого эпсилон можно считать, что для любой симметричной окрестности, да, мы просто выбираем ее радиус. Вот два эквивалентных определения, мы доказали, что они эквивалентны, можем пользоваться любым из них. Ну, теперь, значит, заголовок, простейшие свойства предела последовательности. Простейшие свойства предела последовательности. Будет у нас набор теорем. Первая теорема – это теорема единственности. Единственности предела последовательности. Формулировка такая.
последовательность имеет конечный предел, то он является единственным. Если последовательность имеет конечный предел, то он является единственным. Ну, то есть не может быть у последовательности два различных предела. У нее может вообще предела не быть. Но уж если есть, то только один. Ну, в виде формулы это как-то непонятно, как записать, да? Даже я это не буду писать. Если последовательность имеет предел, то только один. Как мы это докажем? Доказательство. Докажем мы это от противного. И вот это как раз записать будет легко. Давайте предположим, что у некоторой последовательности имеется два различных предела. Пусть предел последовательности xn равняется a, и одновременно пусть еще предел последовательности этой же самой xn равняется b. Ну и a не равно b. Для определенности можно считать, что а меньше, чем b. Да? Нарисуем. Вот у нас а, вот у нас b. Мы должны показать, что такая ситуация невозможна. Мы должны прийти к какому-то противоречию, да, из нашего предположения. Показать, что если у нас и то выполняется, если а не равно b, то что-то будет не так с нашей последовательностью. Вот в этой теореме нам удобно будет воспользоваться первым вариантом определения на языке окрестностей. Смотрите, в этом определении мы можем совершенно произвольно, по нашему желанию, выбирать окрестность точки, которая является пределом. Это в нашей власти. Вот выбрав окрестность, мы уже как-то получаем n. Но окрестность можно выбрать любым способом. Лишь бы это была окрестность данной точки. Если у нас а и b различны, то всегда можно выбрать окрестности этих точек так, чтобы они не пересекались. Также, взять расстояние от а до b, это что такое? В данном случае это просто b минус a, даже модуль писать не обязательно. Взять, поделить его на 2. Вот это будет. И взять это в качестве радиуса. Значит, вот одна будет окрестность такая, другая такая. Видите, у них вроде бы концы совпадают, но ведь концы в саму окрестность не входят, это интервалы, так что даже если они совпадают, эти окрестности не пересекаются. Что всегда это можно выбрать. Если вам не нравится, что концы совпадают, что делать надо? Не на 2 поделить, а на 3. Потому что тогда точно эти окрестности даже соприкасаться не будут. Всегда это можно сделать. Лишь бы а и b были различны. Вот. Давайте обозначим эту окрестность УА, а это окрестность УБ. Это уже конкретные выбранные нами окрестности, для них выполняется условие, что УА пересечение с УБ равняется пустому множеству. И давайте запишем, как для этих окрестностей выглядит определение предела. Вот для этой конкретной окрестности УА. Для конкретной этой окрестности УА найдется такое n. У меня будет два заглавных n. Давайте я их буду различать с помощью индекса. n1 натуральное. Такое,
что для любого n большего n1 xn принадлежит окрестности O. Так, это я просто переписал определение того, что точка А является пределом нашей последовательности, выбрав в качестве окрестности вот эту конкретную окрестность, не пересекающуюся с окрестностью B. Теперь, ну вот еще можно что сделать. Давайте это отметим как соотношение 1, а это как соотношение 2. Тогда вот то, что я сейчас написал, это следствие соотношения 1. Это то, что мы предполагаем, что А является пределом X. А соотношение 2. Если еще и B будет пределом, тогда для B тоже выполняется вот это условие. Мы выбрали некоторую окрестность B, и для нее найдется такой, конечно, другой номер n2, вообще говоря. Мы не обязаны считать, что это будут одинаковые числа. Какой-то номер, такой, что для любого n малого больше вот этого номера, xn будет принадлежать у b. Если у нас два предела, то должно выполняться и то, и это. А теперь я вот так построю n без всяких индексов. Я возьму n максимальным из этих двух. Максимум из n1 и n2. Ну, то есть вот, можно нарисовать. Вот это, скажем, n1 где-то у нас на оси. Вот у нас n2. В этой ситуации n у нас будет совпадать с n2. Что тогда будет выполняться для всех n малых, которые больше n? Вот где-то здесь взять n. Да? Раз n больше n большого, без всякого индекса, значит он будет больше и n2, и n1. Да? Раз он больше n1, то значит соответствующий xn принадлежит окрестности А. Вот этой самой ОА. Но он одновременно, этот номер n малый, больше и n2. Он больше максимума из них. Поэтому я могу ниже написать, что xn принадлежит также и у b. Одновременно это выполняется. Это означает, что xn принадлежит пересечению у А и у Б. А мы так выбрали эти две окрестности, что их пересечение есть пустое множество. Получается, что xn вообще не существует, да? Ведь он не может одновременно быть и здесь, если у этих множеств нет ничего общего. Вот это и есть противоречие. Противоречие. То, что xn принадлежит пустому множеству, означает, что его просто нет. А у нас все-таки все элементы последовательности есть, они определены. Вот видите, эта теорема как раз легко доказывается на основании первого варианта определения. Здесь как раз удобно пользоваться окрестностями. Вопросы? Значит, мы пользуемся произволом в выборе окрестности, выбираем окрестности так, что они не пересекаются, и применяем определение к вот этим двум вроде бы различным пределам. Да? И получаем, что начиная с некоторого номера, один и тот же элемент последовательности обязательно должен попадать и сюда, и сюда. Но такого быть не может, поскольку эти последовательности не имеют общих точек. Вот противоречие. Значит, наше предположение неверно, и последовательность не может иметь двух разных пределов. Вообще пределов, конечно, она тоже может не иметь. Но если хотя бы один имеет, то это будет единственное. Хорошо.
перед тем, как его формулировать, давайте мы небольшое определение дадим. Вот мы знаем, что такое ограниченное множество. Давайте мы это понятие перенесем на последовательность. Что такое ограниченная последовательность? Легко догадаться, да? Последовательность xn называется ограниченной. Если все элементы можно заключить в какое-то ограниченное множество, да? Если существует такое число m большое, ну, больше нуля, конечно, что для любого натурального n модуль xn будет строго меньше, ну, строго, не строго, это не важно, вот. Пусть будет строго меньше числа m. То есть, вот, в данном случае все элементы лежат между двумя числами минус m и n. Ограниченная последовательность. Ограниченная последовательность. Можно, конечно, определять последовательность ограниченной сверху, ограниченной снизу. Нам пока это не надо, иначе не будет. Теорема 2 тоже очень коротко формулируется. Если последовательность имеет конечный предел, то она ограничена. Если последовательность имеет конечный предел, то она ограничена. Ну, как это записать, да? Если мы помним, еще вот так можно записывать то, что последовательность имеет предел, что расходящаяся. Так вот, из этого факта следует, что последовательность xn ограничена. Доказательство. Ну вот здесь мы воспользуемся вторым вариантом определения. В этом варианте мы можем совершенно произвольно выбирать эпсилон. Да? Какое-то положительное число. Выберем мы его очень простым образом. Пусть эпсилон просто равняется единичке. Положительное значение, значит, можно его использовать. Поскольку последовательность сходится к точке А, по определению для этого эпсилон найдется такое n большое, натуральное, что для всех n малых больших n большого xn минус a будет меньше единицы. Я просто переписал определение, подставив в него вот это фиксированное значение эпсилон. А что я хочу доказать? Я хочу доказать, что все xn оцениваются какой-то величиной. Да? Какой-то величиной. Ну вот, если это выполняется, значит для любых n, которые больше n большого, я еще раз это перепишу, для любых n, которые больше n большого, я вот что могу сделать. Вот начну я с выражения, которое в моей оценке должно быть слева. Теперь я его немножко преобразую. Я вычту и прибавлю а. Ничего от этого не изменится. xn минус а плюс а. Да? А теперь я это рассмотрю как сумму двух чисел. Вот это какое-то число а малое, а это какое-то число b малое. Как можно преобразовать модуль суммы? Модуль суммы меньше или равен суммы модулей.
Значит, это будет меньше или равно xn минус а плюс модуль а. Вот так. Ну, это а, это b. А мало, это мало. И воспользуюсь тем, что для всех n малых, которые больше n большого, вот эта разность меньше единицы. Значит, вся эта сумма будет меньше, чем единица плюс модуль а. Вот это я обозначу через m1. Это положительное число. Можете сказать, что мы все доказали, да? Или нет? Смотрите, xn, тут равенство, тут оценка в эту сторону, и тут оценка в эту сторону. Так что, в конце концов, если все промежуточные выкладки убрать, мы получили вот такую оценку. Доказали мы, что наша последовательность xn является ограниченной? Я так настойчиво это спрашиваю, что почти наверняка тут какой-то подвох есть, да? Какой подвох? Подвох, он, правда, небольшой, но вот какой. Мы доказали это только для вот этих n. Для любого n, которое больше n большого. Вот для всех таких мы доказали, что элементы ограничены. Но это самое главное. Видите? Мы доказали ограниченность для всех элементов последовательности, кроме конечного числа начальных элементов. Что мы тут не охватили? Мы тут не охватили только элементы такие: x1, x2 и так далее, xn большой. Правильно? Вот для всех n, которые больше, уже оценка есть. Но получается вторая часть доказательства. Если мы вот этот набор рассмотрим, каким бы он ни был большим, но он конечный. Да? А мы знаем, что у любого конечного набора имеется минимальный и максимальный элемент. Я могу, меня там модули интересуют, я могу тут модули рассмотреть. Да? Вот выберем максимальное значение среди всех этих элементов. Их конечное число, поэтому всегда это можно сделать. И обозначим это через m2. Это тоже, ну, по крайней мере, не отрицательное, вернее, да, не отрицательное число. Может быть, даже это и 0, но это больше или равно 0. Значит, я что получил? Для любого n меньшего или равного n большого модуль xn меньше, давайте я так напишу, строго меньше m2 плюс 1. Ну, чтобы у меня и тут было строго меньше, и тут. Да? Это будет уже строго меньше. Ну, и что я теперь сделаю? Я теперь в качестве n возьму максимум из этих двух чисел. Максимум из m1 и m2 плюс 1. Раз это максимум, то и здесь я могу написать, что это меньше равно m, и здесь могу написать, что это меньше или равно m. И вот теперь действительно я показал, что какой бы мы номер не выбрали, хоть вот больше n большого, хоть меньше или равно n большого, всегда у нас xn будет меньше n. Вот теперь мы полностью это доказали. Но, как вы понимаете, эти две ситуации являются принципиально разными.
Для конечного набора всегда нужно найти максимальный. Конечный набор всегда ограничен. Главная была проблема доказать, что вот весь этот бесконечный остаток оценивается величиной. Вот именно здесь мы использовали то, что последовательность имеет предел. Но для полноты, конечно, надо было сказать и об этой начальной части. Итак, любая сходящаяся к конечному значению последовательность является ограниченной. Ну, это в частности означает, что если у нас неограниченная последовательность, скажем, n квадрат, то она ни к какому конечному пределу сходиться не может. Так? Но надо сказать, что вот этот факт справедлив только в одну сторону. Да? Из того, что последовательность ограниченная, совсем не следует, что она имеет предел. Тут нет эквивалентности. Да? Это разные, это в общем-то, не одно и то же, что последовательность имеет конечный предел и что она ограничена. Какой пример можно привести? Привести пример, когда последовательность ограничена, но предела не имеет. Минус 1 в степени мы его уже обсуждали. Мы уже доказали, что эта последовательность не имеет предела, но то, что она ограничена, это понятно. Фактически она состоит только из двух точек. Минус 1 и 1. Значит, если я возьму m равное 2, то вот обе точки, конечно, попадут внутрь. То есть я могу написать, что модуль центова, в данном случае, если это центр, меньше 2. Последовательность ограничена, но предела не имеет. Хорошо. Вот, значит, второе простейшее свойство. Любая сходящаяся последовательность ограничена. Пойдем дальше. Теперь очередная группа свойств будет использовать еще одно понятие важное. Понятие бесконечно малой последовательности. Значит, заголовок бесконечно малой последовательности. Бесконечно малой последовательности. Сейчас дадим определение и рассмотрим их свойства. Бесконечно малая последовательность. Определение очень простое. Последовательность xn называется бесконечно малой, если ее предел равняется нулю. Ну вот такой классический пример бесконечной малой последовательности — это единичка на. Слово бесконечно мало нужно понимать так, что если мы будем неограниченно увеличивать n, то как раз элементы последовательности будут действительно становиться бесконечно малыми, то есть все ближе и ближе стремиться к нулю. Бесконечно малая последовательность. Не обязательно, чтобы она была положительной, да, она может прыгать, минус единица в степени n тоже бесконечно малая последовательность. Ну, хоть в определении мы не были обязаны вспоминать определение предела, но вот это написали и все. Это совершенно правильное определение, потому что такое предел мы уже знаем. Ну, полезно записать. А, скажем, на языке эпсилон n, что это означает? Да, что последовательность имеет предел равный нулю. Это означает, что для любого эпсилон найдется такое n, что для любого n малого большего n просто модуль xn меньше эпсилон. Ну, пропало это. Минус а равняется нулю. И вот сейчас мы докажем теорему о свойствах бесконечно малых последовательностей. Теорема. Свойства бесконечно малых последовательностей. Два свойства. Свойства бесконечно малых последовательностей. Можно коротко писать x это бесконечно малое. Да? B. Значит, первое свойство.
Словами можно сказать это так. Сумма бесконечно малых последовательностей есть бесконечно малая последовательность. Сумма бесконечно малых последовательностей есть бесконечно малая последовательность. Если xn бесконечно малая и yn тоже бесконечно малая, тогда последовательность xn плюс yn, ну, на самом деле здесь стоит, конечно, фигурные скобки написать, да? Мы рассматриваем это как последовательность, а не как просто. Здесь тоже, кстати, можно было фигурные скобочки написать. xn просто, без фигурных скобок, это какой-то конкретный элемент, а вот это уже вся последовательность. Так вот, если это бесконечно малое, тогда сумма тоже бесконечно малая. Второе свойство. Второе свойство будет относиться к произведению. И вот сейчас давайте я напишу, что я хочу доказать. А вы мне скажете, что для этого нужно потребовать, что для этого достаточно потребовать. Я хочу доказать, что произведение двух последовательностей является бесконечно малым. Да. Хоть одна последовательность является бесконечно малой. А вторая? Ничего не нужно требовать. Не является бесконечно большой? Мы не знаем, что такое бесконечно большой. Пока. Это, конечно, правильно, но мы пока еще этого не знаем. Ну и потом не является бесконечно большой, это как-то не очень красиво звучит. Какое-нибудь положительное утверждение об этой последовательности. Ну, я запишу первое, это правильно, конечно. Хоть одна из них должна быть бесконечно малая, это правильно. Вот что сказать про y? Чего достаточно потребовать из того, что мы уже последовательностью знаем? Что нет такого у нас понятия конечное. Ограниченное. Да, вот такое понятие ограниченное. Правильно. Вот, видите. Для того, чтобы произведение было бесконечно малым, надо, чтобы одна последовательность была бесконечно малой, а вторая просто ограничена. Если она ограничена не будет, то произведение может не быть, конечно же. Вот я возьму бесконечно малую единичку на n и умножу ее на n. И понятно, что у меня будет постоянная последовательность, состоящая только из единиц. Это, конечно же, не бесконечно малая последовательность. Ну вот такие два факта. Так, ну давайте я, наверное, второе утверждение сотру. Мы его помним, у вас оно записано. Докажем оба этих факта. Что мы хотим доказать? Очень полезно перед тем, как доказывать, написать, что же мы хотим доказать. И тогда будет понятно, возможно, как это доказать. Мы хотим доказать следующее, что для любого эпсилона, вот я уже это почти написал, да, но все-таки перепишу, найдется такое n, что для любого n малого большего n большого модуль xn плюс yn меньше эпсилон. Вот если мы это докажем, если мы для любого эпсилон действительно сможем предъявить вот это n, если мы сможем сказать, как найти это n, то мы докажем, что сумма является бесконечно малой. Вот, давайте выберем какое-то эпсилон, зафиксируем его, так обычно и делается. Зафиксируем эпсилон больше нуля. Совершенно произвольным образом. И вот сейчас я пишу, как же найти это n заглавное. Как найти это n заглавное, чтобы выполнялось для любых n малых вот такое соотношение. Чем я могу пользоваться? Я могу пользоваться тем, что вот по условию
Каждое слагаемое бесконечно мало. Ну вот, для x я уже записал, что это значит. Так? То же самое я могу написать для y. А вам, может быть, это стоит переписать. Так вот, что я сейчас сделаю? Эпсилон я зафиксирую. Вот это для последовательности xn выполняется для любого эпсилона. Никто мне не мешает взять здесь в качестве эпсилона величину эпсилон пополам. Вот, взять эту величину и еще в 2 раза ее уменьшить. Для этого числа, ну, можно это обозначить как эпсилон 1, но, честно говоря, мне это не хочется делать. Эта величина больше или нет? Больше нуля? Да. Больше. Ну, поэтому все. Если она больше нуля, значит для нее это n обязательно найдется, потому что последовательность xn по определению бесконечно мало. Ну, давайте напишу n1. Для любого n большего n1, x n меньше чего? Эпсилон пополам. Очень часто в таких теоремах мы к исходным последовательностям применяем определение, вот немножко уменьшая вот эту вот величину, которую можно выбрать произвольным образом. Что я еще сделаю? Я для этого же эпсилон пополам подберу n2 такое, что для всех n малых больших n2 yn будет меньше, чем эпсилон пополам. Это я тоже могу сделать, потому что yn тоже бесконечно мало. Итак, я нашел вот эти два числа. Я их всегда могу найти для любого значения эпсилон, потому что по условию эти последовательности бесконечны. Как теперь я выберу n, которая меня интересует? Мы уже такое делали сегодня. Да, в качестве n я возьму максимум из n1 и n2. Если это максимум, то тогда, взяв n малое больше n, я получу, что для них выполняется и эта оценка, и эта оценка. Правильно? Ну, а тогда давайте посмотрим, что будет с таким выражением. Используя свойство модуля, получаем, что это меньше или равно xn плюс yn. Опять-таки, может быть, стоит эти две оценки как-то обозначить, чтобы было понятно, откуда мы сейчас все получим. Вот это оценивается через эпсилон пополам из первого соотношения. Вот эта часть. Эта часть оценивается через эпсилон пополам из второго соотношения. Значит, я получаю, что это строго меньше эпсилон пополам плюс эпсилон пополам. А это просто эпсилон. Если мы в процессе преобразования всегда используем неравенство одного типа, и если хотя бы на одном этапе это неравенство оказывается строгим, то тогда мы можем взять левую часть, правую часть, и эти части тоже будут связаны таким же строгим соотношением. Ну, мы получили ровно то, что хотели доказать. Взяв совершенно произвольным образом вот это эпсилон, мы описали, как получить такое n большое, чтобы для всех n малых модуль суммы xn плюс yn был меньше эпсилон. Ну, используя, разумеется, то, что исходные слагаемые наши являются бесконечно малыми. Понятно? Вопрос? Вторую часть давайте докажем. Вторая часть была такая. Так хочется предложить вам самостоятельно доказать. Ну ладно, не буду.
Это все-таки не полная аналогия, да? Так что давайте сделаем. Значит, тут я стер бесконечно мало, написал ограниченное, тут я сотру плюс и напишу операцию умножить. Так, ну опять давайте начнем с того, что запишем, что же мы хотим доказать. Мы хотим доказать, что для любого эпсилона найдется такое n, что для всех n малых больших n произведение будет меньше эпсилона. Ну, легко догадаться, надеюсь, что здесь тоже нам надо будет воспользоваться определением бесконечно малой последовательности для какого-то подкорректированного эпсилона. Да? Ну вот как-то надо подкорректировать эпсилон, чтобы мы в итоге для произведения получили такую оценку. Взять обратно. Обратно, почему обратно? Корень не запись. Корень Это же не бесконечно мало. Для y этого вы такое написать, вот как для x не можете. Ну да, это, конечно, был жестокий вопрос, потому что на самом деле подправить надо с помощью некой характеристики y. Ну вот если я это сказал, то может быть сейчас вы скажете. В этой ситуации надо было нам начать как раз с y этого, записать в более развернутом виде, что означает, что yn это ограничен. Ну давайте я тут напишу. Что означает, что y это ограничен? Это означает, что найдется такое m положительное, что для любого n натурального модуль yn меньше m большого. Так? Вот это мы знаем, это по условию выполняется. И вот это как раз нами надо использовать сейчас. Так, как же тогда нам выбрать эпсилон для xn? Эпсилон, деленное на n. Да, вот это будет ровно то, что нужно. Вот выберем давайте такую величину в качестве эпсилон для xn. Она положительная? Положительная. Эпсилон положительная, m тоже положительная, значит это будет положительно. И вот здесь я даже никакой индекс писать не буду. Существует такое n, что для всех n больших n, ну, в точности определения, только что вот тут уже вот, все поделить. Вот, значит, это, давайте мы это единичкой обозначим, это расшифровка того, что yn ограничен. Это уже двоечка будет, расшифровка того, что xn это бесконечно мало. Бесконечно мало. Ну, причем я вот таким образом выбрал эпсилон. Я имею право это сделать, это положительная величина. Хорошо. И давайте посмотрим, что же тогда будет выполняться для любого n большего n большого. Какую оценку я смогу получить для произведения, для модуля произведения xn и y. Ну, понятно, мы знаем свойства модуля. Это есть модуль xn умножить на модуль yn. Так? xn в силу вот этого соотношения меньше, строго меньше эпсилон поделить на m. Это в силу соотношения 2. yn, смотрите, yn вот так оценивается вообще для любых натуральных n. Тут даже это ограничение не нужно. Да? Для любых натуральных n эта оценка справедлива. Поэтому для этих n, конечно, тоже справедлива. Значит, это, используя оценку 1, мы получаем вот такую оценку. Меньше просто m. Вот. Ну и известное свойство неравенства. Если у нас перемножаются положительные числа, то неравенство сохраняет свой знак. Строго меньше эпсилон поделить на m умножить на m.
m сокращается, и окончательно получаем эпсилон. То есть окончательно мы получаем вот это соотношение. Окончательно получаем вот это соотношение. Что означает, что произведение исходных последовательностей является бесконечно малой величиной. Ну вот на этом мы